Привет, ребята, и в этом видеоролике мы пройдем буржуя от первого левела до 10. А вот небольшой фрагментик, чтобы ты не говорил, что я вру. Ну что, убедился? Ну давай завари кофейку или чайку и печеньками запасайся, а мы переходим к самому видеоролику. Но прежде чем мы начнем видеоролик, я хочу сказать, что на проекте Holy World пройдет 23 апреля вайп, новые анархии, обновление буржуя и много чего другого, а одно из обновлений задержка на зелени видимости, чтобы вас не бесили эти сраные инвизники, которые будут подлутывать ресурсы. Мне с первым левелом повезло, потому что здесь нужно всего лишь было побудовать небольшую АФК ферму и фармить все, что мне надо. А вот для арбузиков мне нужно было построить небольшую АФК ферму, которая очень легко работает, всего лишь на красных факелах, поршнях и редстоуне пыли. Она вырастает арбуз, она его срубает, и арбуз должен попадать в воронки. Если вы его сразу же будете вырастать, то он не успеет срубиться, но если вы снова вырастет, то он же срубится. Пройдя уже первый левел буржуя, я стал закупать крючки, железо, дерево на аукционе. Сделав с них крючки, я сдал ему буржую. А вот с рыбой мне нужно было повозиться. А именно я сделал 10 аккаунтов, с которыми я поставил с модом автофиш рыбачить на моей хате в бассейн. Но правда из них 2 не запустились, они просто вылетали, не знаю почему. Но я мог еще запускать, а вот зайти и поставить на автофиш я не мог. Не знаю, почему с чем такая проблема, но все-таки мне хватило 8 аккаунтов, чтобы добрать полный сундук рыбы и сдать ее буржую. 8 аккаунтов всего лишь простояли 2 часа. Я с тиммейтом поставил Паше 3 аккаунта на ночь. Но спустя несколько часов нам пришли гриферы, и так хорошо, что я запрятал всю рыбу и смог переехать на новую базу и там завершить левер буржуя, а это уже левер, связанный с лутом с мобов. Сдал сразу слизь, а вот с нитями и с глазами я поставил твинг на формилку, которую я сделал специально для этого левела. Сдав глаза и нити буржуя, я мог перейти уже на 4-й левел буржуя. Потом я пошел в шахту на полчасика, и можно было завершать уже 4-й левел. А 5-й там было немножко посложнее, это кролятина и лапки. Ну что мне нужно было сделать? Это поколотить около часа бедных животных, которые не заслуживают на такое обращение. Но все-таки мне очень нужно было это шерсть и кролятина, а также стейки, которые мы сейчас дадим, и перейдем уже на следующий левел буржуя, который связанный с задом. Вот лозу мне пришлось сделать небольшой механизм, который очень работает. Правда не сразу, но потом я его досконалил, и он работал прям как боженька. Спустя 15 минут фарма лозы я мог уже нафармить нужное количество мне лозы и сдать ее буржую. Дальше я закупал грибы адские на аукционе, а вот с адским нилием мне пришлось повозиться. Правда не очень долго, но все-таки повозиться, особо с синим нилием, который я очень долго искал, а это примерно где-то полчасика. Но все-таки я его сдал, и можно было перейти на следующий левел буржуя, а это прямиком направление в энд, потому что здесь все связано с эндом. Вот с эндерперлами у меня проблемы не было, потому что у меня имелась фермилка эндерменов, в которой работало неплохое количество эндер-жемчугов, а вот кристаллы я закупал на аукционе, и их в скором времени сдал буржую. Чтобы сдать блоки буржуя, мне пришлось закупать хорусы и пережаривать их в печках. И вот я пережалил все хорусы и мог перейти уже на следующий левел буржуя. Но это на 8-й, где нужно было маяки, ТНТ, изумрудные блоки и магнеты. ТНТшки у меня были, которые были, и я их сдал. Но немножко почему-то не хватило. Но мы сейчас это исправим. Сдаем 6 магнетов, а также последние ТНТшки. Так, все есть, теперь нужно отправляться в энд и спавнить очень много визоров, а именно 12, для того, чтобы нафармить 12 визор роз и скрафтить 12 маяков, чтобы сдать буржуя и перейти на следующий левел буржуя. Я так и сделал, и вот можно красоваться, как я поздравляю, уже с 9-й левел буржуя. А здесь мне можно было сдавать предметы. И нам нужно сдать немножко, а именно стак визор звезд, который я фармил также в энде, но недостающее количество я закупал на аукционе. А вот головы визора у меня были, так что их сразу же сдал буржую, а вот с щитками мне немножко было повозиться. И как видите, этот стоп-кадр
я здесь была фармилка щитков. Я сдал все-таки щитки и звездочки и перешел на следующий левел буржуя, это 10, а здесь уже было намного все сложнее. Как мы знаем, здесь нужно все выполнить все левелы буржуя. Обсидиан я сразу же ждал, потому что я купил его на аукционе, мне так не жалко было. А вот для золотых яблоков и для золотых сверкающих арбузиков мне нужно было очень много золота, так что я отправился в Ати его очень много копать. Прям очень много копать, в больших количествах, чтобы мне хватило с головой прям. Забыл сказать, откуда у меня тортики. У меня имелся спавнер коров, так что у меня с этим тоже проблем не было. Тут мне дали подгон в виде рассадника, яйцо коровы, портала и яйцо крипера. Крутой подгон. Спасибо. Дальше. Я сдал все, что мне надо. Это яблочки и торт. Сверкающие арбузы. Снова подгон в виде назретого слитка. И я мог сдать почти все тортики, которые у меня имелись. Да, все тортики мне снова сказали дать подгон. Извертайте меня про лаги, потому что что-то случилось с записью. Но он мне подарил кирку и очень много кактусов. Дальше я сдал незритовые обломки и сверкающие арбузы. Но правда не все, да. За них поискал на аукционе, и там нечего было искать, потому что их там не было. Так, сдаем последние сверкающие арбузы и последний тортик. И нам пишет, что я завершил последний левел буржуя. Это видели все. И давайте посмотрим, или меня не намахали на все-таки донат кейс. Итак, да, есть кейс, давайте откроем. И Элдер, да, на месяц. Прикольно, был навсегда, теперь на месяц. Вообще круто. Что-то мне на Элдеров очень везет. Итак, я играл на таком проекте, как Holy World, версия которого 1.16.5. Ссылка на IP-группу ВКонтакте, также IP-адрес будет в описании. Мы всех ждем на вайпе. Так что давайте, вводи IP-адрес и всех летай на вайп. И возможно ты даже проверишься в топы. Кто тебя знает, вдруг ты крутой. Так что давайте посмотрим на мое PvP. Погнали! Carrying coffins.
Carrying coffins.